Глава 516. Убийство. Чутянь — настоящий талант. Просто случайная мысль может дать такой эффект. Молодая мисс связалась с Чутянем по мобильному телефону. Первая волна средств, собранных Вечным лесом и эльфийскими городами, уже подготовлена, и теперь они готовятся к обработке второго месторождения. Она хотела, чтобы Чутянь приехал в город Лунного Света, чтобы подписать контракт с эльфийским королем, и Чутянь должен привести умные мозги для эльфов. Даже Чутянь не думал, что все пройдет гладко. Эльфийский банк получил 2 миллиона депозитом, но поскольку он был только что создан, они не могли использовать слишком много средств. Поэтому они сначала вложат 1,5 миллиона в Банк чудес. Поскольку процент у Банка чудес был более чем в 2 раза выше, чем у эльфийского банка, даже если эльфы ничего не делали, просто с процентом со стороны Банка чудес было достаточно для поддержки эльфийского банка. Это как если бы деньги сами приходили в ваши руки. Более того, это был только первый депозит, и эльфы будут продолжать вносить все больше и больше. Короче говоря, все, что эльфы не могли потребить, будет храниться в Банке чудес. Стоит ли после этого переживать, что у города чудес не будет денег? Я поместила все умные мозги для продажи эльфам в космический склад. Мэн Ин подбежал к Чутяню. Она собиралась в город Лунного Света вместе с Чутянем, 1,5 миллиона исходных камней. В нашем Банке чудес хранится 1,5 миллиона исходных камней. Это просто невероятно. Это верно. Кто бы мог ожидать такого поворота? Чутянь поддерживал эльфийский банк на поверхности, но Банк чудес заработал больше всех. То, в чем Банк чудес не преуспел, было отдано эльфийскому банку, а то, чего не мог сделать эльфийский банк, мог сделать Банк чудес. Это был просто беспроигрышный сценарий, приносящий всем счастливый результат. Чутянь был совсем не скромен. Как насчет этого? Ты в шоке. Что насчет молодой мисс и Деларес? Мэнин ответила. Деларес сказала, что твой шаг был очень красивым, мгновенно решив финансовую проблему комитета чудотворной торговли. Более того, даже старшая сестра должна была признать, что этот шаг был слишком красивым. Ты на самом деле придумал способ закулисного развития, почти идеально решающего несколько проблем. Чутянь разразился смехом, так что не вините старшего брата за то, что он не работает нормально. Дело не в том, что я не желаю, я просто слишком силен, и вам нечем будет заняться, если я сделаю шаг. Мэнин ущипнула его и закатила глаза. Хватит хвастаться. Это не Чутянь придумал этот способ. Бизнес-способность Чутяня была особенно плохой, но у него было десятки тысяч лет опыта. Даже если он не сможет придумать ничего нового, не может ли он просто скопировать у кого-то? Это было очень нормально для последующего поколения. Двое из них прибыли в город Лунного Света. Эльфы ждали некоторое время. Эльфы смотрели на Чутяня так, будто он был их спасителем. Эльфийский банк не только позволил эльфам, которые обычно ничего не делали, стремиться к цели, но и создал амбиции в сердцах эльфов. Они верили, что с помощью эльфов они могут сделать банк лучше и лучше. 10 космических складов и 10 умных мозгов, 300 тысяч с дружеской скидкой. Сумма также включает в себя послепродажное обслуживание и обновление. Есть возражения. Нет проблем, мы надеемся, что сможем больше сотрудничать в будущем. Чутянь редко вел подобный бизнес с кем-нибудь. Будь то склады или умные мозги, все они не были в продаже, и только они обладали ими в мире. Даже если Чутянь продаст их по очень высокой цене, у эльфов не будет другого выбора. Будучи в состоянии купить их всего за 300 тысяч, было бы не преувеличением назвать это дружеской ценой. Умный мозг является неотъемлемой частью банка. Чутянь сказал эльфийскому королю и городским лордам, это потому, что у умных мозгов есть искусственный интеллект, позволяющий им иметь мощные способности к вычислениям, анализу и памяти. Он не только может сохранить пространство для хранения, он также может хранить информацию о клиентах для банка. Независимо от того, насколько сложны данные, они не сделают ошибку. Помимо этого, он также может обслуживать клиентов банка, хранить информацию о кредитах, анализировать прибыльность кредитов, сокращать плохие кредиты и контролировать риски. У эльфов закружилась голова, услышав это. Но понимание чего-то было нормально. Эльфы не были хороши в бизнесе и расчетах, но умные мозги сделали бы так, чтобы эльфам не пришлось беспокоиться. Очень хорошо. Мы доставим исходные камни в город чудес через 3 дня. Король эльфов был в очень хорошем настроении. В конце концов, это была гигантская трансформация для эльфов. Что касается депозита банка, я уже достиг соглашения с вице-лордом города Мэн Цинву, и вам просто нужно поставить подпись. Конечно, Чутянь должен был подписать это. Это был депозит на более чем миллион, Чутянь просто осмотрел это. Всего было 1,5 миллиона исходных камней, разделенных на 4 части. Один был с наибольшим процентом со сроком в 5 лет, один на 3 года, один на 1 год, остальные были оставлены для использования по мере необходимости.
Там не было никаких проблем. Чутянь наложил свой духовный отпечаток на контракт. Счастливого сотрудничества, эльфийский король тщательно забрал контракт. Эльфы будут помнить вашу милость. Как насчет того, чтобы прийти в Вечный лес, мы вас должным образом примем. Ха, в этом нет необходимости, зевнул Чутянь. Эльфийский банк только что был создан, поэтому я думаю, что ваше высочество достаточно занят, но спасибо за ваше гостеприимство. В городе чудес все еще есть дела, поэтому я уйду первым. Это тоже хорошо. Эльфийский король сказал своей дочери рядом с ним: «Вивиан, проводи лорда Чутяня». Да, королевский отец. Вивиан покинула город лунного света с Чутянем и Мэн-Ин. Ее лицо было красным от ее волнения, и ее руки танцевали, когда она иллюстрировала то, что произошло за последние несколько дней. Эльфы извлекли большую пользу из этого сотрудничества. Эльфийский банк будет очень важен в лесу хаоса в будущем, эльфы увеличат свое влияние и силу. Однако у эльфов слишком много неиспользованных денег, поэтому, храня весь дополнительный капитал в банке чудес, мы сможем немало заработать. Старший брат Чутянь, твоя идея слишком великолепна. Совет эльфов, который не остановил все это, на самом деле удивил меня. Со стороны Совета эльфов Вечного леса все еще есть немного критики, но они не могут превзойти граждан и городских лордов. У них не было выбора, кроме как согласиться, в конце концов, потому что в этом сотрудничестве нет проигравших. В этот период Совет эльфов пользовался удобством транспортной башни и преимуществами устройства связи, поэтому их отношение уже начало меняться. Эльфы не могли просто использовать эльфийский банк для увеличения стоимости своих ресурсов, они также могли подстрекать и помогать эльфам. Предпринимательские кредиты, личные кредиты и другие виды кредитов были связаны с жизнью эльфов, что делало это более удобным для эльфов. Эльфы могли захватить всю столицу леса хаоса через банк. Если даже их кошельки контролировались эльфами. Разве они не должны дать эльфам лицо, город чудес, казалось, отказывался от контроля над столицей леса хаоса, но они использовали эльфов, чтобы развиваться быстрее. Так что, если эльфы контролируют лес хаоса, они уже собрали достаточно средств, чтобы Комитет чудотворной торговли и Банк чудес распространились по всему континенту, так зачем им запираться в маленьком лесу хаоса? Создание эльфийского банка было хорошим делом для больших и малых сил леса. Это было потому, что они обладали надежной властью, заботясь о их собственности. Это также позволило бы им распространить свой бизнес в других областях, имея возможность напрямую расплачиваться картой эльфийского банка, а также позволяя им получать стабильную прибыль. Когда они встречали узкое место в своем совершенствовании, они могли взять кредит, чтобы помочь себе прорваться. Когда у их бизнеса не было средств, кредиты помогли бы снять с них давление. Когда у них была идея для бизнеса, и у них не было достаточно средств, они могли подать заявку на кредит. Все эти вещи могли бы улучшить жизнь человека. Эльфы, город чудес и лесные племена — все получали пользу от этого, лес хаоса все равно будет хаотичным местом в конце концов. Город чудес не мог стать такой глубокой силой, как Вечный лес, так зачем им тратить время на попытки захватить этот рынок? Лучше отдать его подходящей группе для открытия. Теперь, когда сотрудничество было установлено, город чудес и Вечный лес стали союзниками, которых невозможно было разлучить. Сотрудничество станет глубже, и положение города чудес в лесу хаоса станет более стабильным, и именно это хотела видеть Вивиан. Чутянь создал еще одно чудо. Я буду использовать космическую телепортацию, чтобы отправить вас обратно. Нет необходимости. Мэн-Ин покачала головой и сказала: «Я пойду в соседний промышленный район, чтобы посмотреть на недавно построенный автоматизированный завод». Чутянь махнул рукой Вивиан: «Хорошо, ты вице-лорд и вице-директор эльфийского банка. Им нужна твоя помощь прямо сейчас, так что быстро иди. Не разочаруй меня». Вивиан громко сказала с прямой спиной: «Да, будь уверен». Вивиан не разочарует старшего брата Чутяня. Попрощавшись с ними двумя, она сразу же телепортировалась обратно в маленький город. Чутянь пошел с Мэн-Ин на фабрику, и они оба были в хорошем настроении, особенно Мэн-Ин. Она не смела верить, что финансовое давление, о котором они только что говорили несколько дней назад, будет легко решено вот так. Мэн-Ин сказала Чутяню: «Банк чудес получил столько вкладов, что мы можем инвестировать в компанию, в то же время вкладывая средства в великую страну Джоу и северную страну. Я верю, что компания будет расширяться еще быстрее». Была ли еще необходимость говорить это? Когда Чутянь хотел ответить, зазвонил мобильный телефон в его кармане. Когда Чутянь достал его, он был очень удивлен. Тот, кто звонил ему, была не молодой мисс, Наньгун или кем-то еще, это был Ноль. Господин городской лорд, умный мозг номер 2, только что обнаружил странные мощные признаки жизни полминуты назад, которые в настоящее время приближаются к вам. Предполагается, что они сторонние эксперты, пожалуйста, будьте осторожны.
Странные признаки жизни. Чутянь слегка сомкнул брови и сразу стал бдительным. Он выпустил свое божественное чувство, и в этот момент он почувствовал сильное и странное намерение убить. Чутянь схватил неосведомленную Ин и отскочил от того места, где они стояли. В одно мгновение невидимая сила создала большую дыру на месте. Это плохо. Здесь убийца. Лицо Мэн Ин потемнело. Город чудес уже не тот, что раньше, так что убийцы, которые могли войти, были определенно необычными людьми. Кто отправил их сюда? Глава 517. Угроза. Башни нежити в чудесном городе увеличились в несколько раз со времени войны, и число умных мозгов, контролирующих радар, также увеличилось до 2. Были также могущественные трианты, охранявшие чудесный город, и много эльфийских экспертов, поэтому защита не могла сравниться с той, что была. Поэтому, если кто-то захочет напасть на город чудес, это будет очень опасно и тяжело. Эта атака прошла несколько уровней, а также защиту триантов, а это значит, что это был необычный человек. Когда Чутянь схватил Мэн Ин, она немедленно выпустила свой духовный зеркальный источник. Она сымитировала пространственный кинжал, и они тут же исчезли. Мэн Ин не имела пространственной энергии, поэтому она не могла должным образом контролировать направление. Добавив тот факт, что они спешили, она напрямую отослала их за полмили, избегая убийцу. Все это произошло в одно мгновение. Они даже не знали, как выглядели нападавшие. Конечно, другая сторона также не успела среагировать. Чутянь удивленно сказал: «Твоя реакция довольно быстрая». Это было так близко. Как убийцы проникли в город? Мэн Ин быстро сказала: «Мне нужно, чтобы Ноль организовал защиту для старшей сестры, так как люди, пробравшиеся в наш город, слишком опасны». Еще до того, как они закончили говорить. Пространственная энергия стала хаотичной. С колебаниями энергии люди в масках окружили их обоих. У них не было никакой ауры, очевидно, они были экспертами в сокрытии своей ауры. У них также были пространственные способности. У них была врожденная пространственная энергия. Врожденная пространственная энергия была 1 на 10 миллионов. Независимо в какой стране или державе, они считались редким талантом и являлись объектом культивирования. Этот вид драгоценного и талантливого человека выполнял эту опасную задачу, не колеблясь, чтобы отдать свою жизнь, чтобы убить Чутяня. Это должна была быть одна из гигантских держав, которая была бы готова заплатить такую цену. Они выдали такую миссию с такой ценой, это показывало, насколько важным они считали Чутяня. Какая мышь на самом деле пробралась в город чудес? Мэн Ин не нужно было сражаться с другой стороной, чтобы узнать, насколько сильны были убийцы. Их совершенствование намного превосходило ее и Чутяня, поэтому им нужно было задержать время. Независимо от того, насколько они были скрытны, как только Ноль обнаружит, что что-то не так, он сообщит людям, чтобы спасти их. По крайней мере, им нужна была минута. Но убийцы были более жестокими, чем представлял себе Ин. Как трюк Ин мог обмануть их? Еще до того, как она произнесла 2 слова, человек в черной маске высвободил свою силу. Чутянь и Мэн Ин почувствовали, что пространство вокруг них замерзло, словно лед. Были невидимые цепи, которые запечатали пространство, делая их неспособными двигаться внутри. Это верно. Это был он. Пользователь пространственной энергии. Это была необычная печать, а печать на пространственном уровне. Совершенствование Чутяня и Ин было намного ниже, чем у другой стороны, поэтому они не могли пробиться сквозь пространство силой. Тем не менее, этот убийца с врожденной пространственной энергией был, по крайней мере, в 7-м слое истинного духа, настоящий эксперт преобразования души, 2 потеряли способность двигаться. Другой человек в черной одежде выпустил свой источник духа, и большое количество темной энергии выпустило темное облако над головой. Темное облако очень быстро окружило всю область. Врожденный духовный источник тьмы, еще один редкий источник духа, неудивительно, что они могли войти так гладко. Темная энергия могла бы притупить наблюдение, и с помощью способности телепортации пространственной энергии, даже если бы система наблюдения в Комитете чудотворной торговли была бы в несколько раз сильнее, результат был бы тот же. Темное облако притупило чувства всех вокруг. Даже если чудесный город выслал помощь, она не придет скоро, поэтому они могут полагаться только на себя. Проблема теперь заключалась в том, что Чутянь и Мэн Ин были окружены экспертами, существами, которые все до одного обладали ужасающей силой. Владельцы пространственного источника и источника тьмы, вероятно, были экспертами царства преобразования души. Остальные 4 были слабее, но они все еще находились на пике Бэго уровня истинного духа. Другими словами, у любого из них были совершенствования выше, чем у Чутяня и Мэн Ин. Убить их. У 6 убийц была безупречная координация.
Эксперт по пространству создал печать, темный эксперт спрятал их, а 4 других атаковали. 6 дополняли друг друга, поэтому даже опытный специалист в 9 слое истинного духа не смог бы избежать этого. Это был очень опасный момент. Зрачки Чутеня стали золотыми, и 6 убийц одновременно почувствовали сильную атаку божественного чувства. Это божественное чувство было самым сильным, которое они когда-либо встречали, и, похоже, внутри божественного чувства была какая-то сила, заставляющая синий и белый огонь внезапно появляться на их телах. Пламя мира пустоты Чутеня больше не было обычным пламенем мира пустоты. Он был инкубирован в теле духовного короля в течение 10 тысяч лет, поглотил пламя бездны, поглотил пламя нежити и поглотил священное пламя ледяного духа, культивируемое в ледяной яме. Пламя мира пустоты не было чем-то, что могли себе представить обычные люди, и эти 6 человек также не могли игнорировать его, даже если у них была богатая духовная энергия и защитные методы совершенствования. Ах! 4 более слабых убийц были заморожены божественным чувством, и их защитная духовная энергия была сожжена. Пламя просверлило их тело, и они пришли в себя. У них не было выбора, кроме как отказаться от нападения и использовать свои методы побега, чтобы отступить. Божественное чувство может нанести физическую атаку. Это было слишком шокирующим. Темный эксперт двигался очень быстро, когда бесчисленные темные облака начали собираться там, где находился Чутянь. Чутянь чувствовал, что это поток темной энергии, и он обладает всеми характеристиками темной энергии. Разъедание, поглощение и загрязнение. Если бы они погрузились в эту силу, Чутянь и Мэн Ин наверняка бы погибли. Эксперт по пространству также не отреагировал медленно. Энергетические волны, окружающие его, стали сильнее, и появилась цепь, покрытая печатями, которая была формой его исходного духа. Духовный источник пространственной цепи, неудивительно, что у него была такая сильная ограничительная сила. Исходя из интенсивности его духовного источника, исходный дух этого человека не был силен, но он был драгоценен из-за своего редкого космического атрибута. Если бы это был пространственный духовный источник Вивиан, который был близок к божественному уровню и был способен разрезать что угодно в мире, Чутянь, возможно, уже был бы разрезан на несколько частей. Власть пространственного эксперта стала сильнее, и пространственная цепь двигалась как змея. Эта сила, казалось, прошла прямо через пространство, чтобы запечатать Чутеня и Мэн Ин. Чутянь и Мэн Ин вообще не могли двигаться, так как пространство вокруг них было закрыто. Лицо Мэн Ин было бледным, так как эта ситуация была очень плохой. Но в это время Чутянь холодно фыркнул, и его золотые зрачки посмотрели на этого убийцу. Бесконечное чистилище. Эксперт по пространству был потрясен, обнаружив, что его окружение исчезло. Когда он пришел в себя, он обнаружил, что находится в огненном пустынном месте. Его тело наполовину утонуло в песке, и он не мог двигаться. В песчаных дюнах было много муравьев, и каждый муравей был размером с ноготь. Иллюзия, духовная иллюзия. Эксперт по пространству знал, что он был в духовной иллюзии, но у него не было способа освободиться. Тысячи муравьев, словно прилив, вошли в его глаза, нос, рот и в любые другие отверстия, а также были и те, которые прямо просверлили его кожу. Всего за несколько минут его тело было полностью заполнено кровожадными муравьями. Эти муравьи не просто грызли его плоть и органы, они даже кусали его кости. Боль от этих муравьев, кусающих его, превосходила любые пытки, и когда он больше не мог этого выносить, когда он думал, что все кончено. Вдруг все исчезло. Он снова был в идеальном состоянии, но на этот раз было 2 тела, и он мог чувствовать оба их. Казалось, он что-то заметил и был полон паники. Как и ожидалось, муравьи снова появились, делая то же самое, что и раньше. Но на этот раз ему нужно было выдержать боль вдвое больше, затем его было 4, 8, 16, 100, 1000, 10 тысяч раз, 100 тысяч. Этот пространственный эксперт даже не знал, сколько раз он оставался в этом бесконечном духовном пространстве. С бесчисленными временами бесконечных пыток его разум уже был сломлен. Ах! На самом деле Чутянь только посмотрел на него, прежде чем он истек кровью из всех 7 отверстий, падая замертво на землю. Глаза Чутяня вернулись к своему первоначальному цвету. Поскольку он использовал этот вид атаки, он использовал много энергии, и его божественное чувство нельзя было использовать некоторое время. Такой сильный пространственный эксперт так странно умер. Даже если убийцы имели высокую психологическую подготовку, они все равно не могли принять это. Они были шокированы из-за этого. Чутянь восстановил свою способность двигаться, и он собрал энергию, когда его глаза побелели. Бесформенный меч. Эксперт с врожденной темной энергией почувствовал холодное намерение убить его. В шоке он использовал всю свою силу, чтобы заблокировать эту атаку. В конце концов, все было напрасно, так как его голова упала, как арбуз. 2 эксперта преобразования души были убиты Чутянем.
Самым странным было то, что никто не знал, что именно сделал Чутянь. Двое из них, казалось, просто умерли после того, как 4 других эксперта увидели это, как они могли продолжать сражаться. Они серьезно недооценили силу Чутяня и немедленно использовали свою технику, чтобы сбежать. Все 4 бежали в 4 разных направлениях, думая только о побеге. Вдруг земля задрожала. 4 толстых и острых корня дерева взлетели и проникли сквозь их защитную духовную энергию, словно через бумагу. 4 пиковых эксперта не смогли устоять, поскольку их тут же пронзили корни деревьев. Это был Кинарий, он мог чувствовать битву здесь из сада чудес, Чутянь показал улыбку. Даже если бы он не сражался, для убийц было бы невозможно добиться успеха. Через некоторое время собрались эксперты чудесного города. Эльфийский король даже привел Вивиан. Однако битва на этой стороне уже закончилась. Этот процесс был очень коротким, но он, к удивлению, прошел без каких-либо опасностей. Но то, что они должны были рассмотреть сейчас, это то, чьими экспертами были эти люди. Глава 518. Огнестрельное оружие. Хорошая карта. Городской лорд города чудес столкнулся с убийцами в собственном городе. Если бы это стало известно, это дало бы плохой эффект. Чутянь не хотел разрушать мирный образ города чудес, поэтому он решил скрыть эту информацию. Никто этого не видел, Чутянь также не пострадал, поэтому можно отнестись к этому так, как будто этого никогда не происходило. Этот вопрос, однако, был тревожным для Чутяня, что люди не отпустили идеи уничтожения чудесного города. От открытого меча было легче защититься, чем от спрятанного кинжала. Раз был первый раз, значит, будет и второй. Вице-спикер Вечного леса Улис был послан эльфийским королем в город чудес, чтобы помочь группе Чутяня провести расследование. Мэн Цинву спросила, можете ли вы сказать, кто это сделал? Это тяжело. Улис покачал головой и сказал, мы исследовали трупы, но мы не нашли ничего, что могло бы их идентифицировать. Как они могли быть уверены в ответе, Чутянь и Мэн им почти пострадали, и это была их территория. Атака была такой сильной, что даже включала в себя экспертов преобразования души с редкими духовными источниками. Если бы совершенствование Чутяня не увеличилось бы, и он не изучил новую технику, кто знает, что случилось бы, Мэн Цинву спросила недовольным голосом. Будучи способными послать таких экспертов, есть всего несколько десятков держав, которые могут это сделать. Какую из них вы считаете более подозрительной? В эту засаду входили духовные звери и темные эльфы. Улис приподнял брови и сказал, если спекулировать на расе, духовные звери предпочитают дикие горы, но в диких горах нет темных эльфов. Только у драконьего хребта есть подобная группа. Это предположение было беспочвенным, и даже если оно было правильным, в этом не было никакого смысла. Хотя у нас нет никаких доказательств, но я уверен, что это было сделано ими. Чутянь встал и сказал, не возвращать обиду — это не мой стиль. Город чудес едва мог защитить себя, могли ли они бороться с этими гигантскими силами? Они были существами, которые были на одном уровне с Вечным лесом, все смотрели на него. Этот парень не хотел бы сделать что-то шокирующее снова, верно? Чутянь объявил, это предупреждение. Нам нужно укрепить нашу оборону и как можно скорее завершить городской защитный барьер. Более того, каждый высокопоставленный член должен иметь достаточное количество охранников и свитков возврата в городе, чтобы предотвратить несчастные случаи. С другой стороны, мы не можем проглотить это оскорбление. Нам нужно использовать действия, чтобы сказать лесу, что город чудес — это не хурма, которую каждый может ущипнуть. Естественно, нам нужно усилить нашу оборону, но как ты собираешься с ними справиться? Мы не можем легко позволить себе обидеть этих старых монстров, и если мы допустим ошибку, это может привести к большой войне. Город чудес не может позволить себе еще один бой. Городской лорд Чутянь, не поддавайтесь эмоциям. Улис был покрыт потом. Теперь, когда сотрудничество эльфов с городом чудес увеличивалось с каждым днем, если бы Чутянь устроил беспорядок, Вечный лес оказался бы в беде. Позвольте мне сказать с самого начала, эльфы не вступят ни в какие сражения. Чутянь проявил презрение. Забудьте об этом, он никогда не ожидал, что эльфы вообще помогут. Чутянь сказал с улыбкой, «Зачем вы так нервничаете? У меня есть мозги». Расслабьтесь, я сделаю все по своему усмотрению, так что вам не нужно беспокоиться об этом. Хотя известие о нападении на городского лорда было скрыто, слухи все еще были. Это произошло потому, что менее чем через 2 дня после того, как Чутянь подвергся нападению, город чудес начал строительство защитной линии в ускоренном темпе. Чтобы создать защиту города, они построили больше всего башен нежити. Башни нежити на горных хребтах чудес увеличились в 4 раза, и их уже насчитывается более 100. Каждая башня могла управлять только 10 тысячами нежити, поэтому эти башни нежити уже могли контролировать большую армию в 1 000 000, что касается выбора нежити.
Конечно, это были скелеты, хотя гигантские монстры, такие как мерзость или безжалостные монстры, такие как рыцари нежити или летающие солдаты, такие как горгульи, обладали гораздо большей боевой мощью, чем скелеты. Производство и обслуживание этих солдат стоили слишком дорого, и после них всегда было слишком много разрушений. Скелеты были относительно слабыми, но после обработки они не стали бы причиной чумы или порчи. Именно потому, что они были слабыми, их можно было лучше контролировать. Скелеты были бы не просто солдатами чудесного города, их можно было бы разместить на рудниках и заводах, создав таким образом рабочую силу в 1 000 000 человек, которая никогда не будет истощена. Город чудес отправил тысячи людей на большие раскопки руин. В поверхностном слое и окрестностях руин нежити было много костей. Эти останки были погружены в энергию смерти на протяжении десятков тысяч лет и содержали мощную энергию. Пока они будут пробуждены как нежить, они не будут слабыми. Большое количество костей было собрано. Дирижабли чудесного города отправили коробки обратно после того, как они были заполнены. Комитет чудотворной торговли мобилизовал несколько сотен карликов-алхимиков, и с помощью формулы чутеня и материалов, предоставленных компанией, они приготовили большое количество зелья, чтобы вымочить кости. Это зелье могло бы позаботиться о энергии смерти внутри костей, поэтому они не только станут сильнее, энергия внутри не испортит окружающую среду. После того, как кости были просто обработаны, их отправили в специальную зону пробуждения. Несколько сотен культиваторов Черной Луны с врожденной энергией смерти были посланы, чтобы активировать пламя души и пробудить нежить. Один скелетный солдат за другим вставал. Эти скелеты отличались от обычных скелетов. Хотя они были ужасны, не было никакой утечки энергии. Их кости были чисто белыми, как будто они были вырезаны из белого нефрита. Чудесный город создал большое количество доспехов, копий и клинков в великой летней стране, чтобы вооружить их. Наконец, несколько тысяч скелетов, полностью вооруженных оружием и доспехами, встали в ряды и направились к назначенному им месту. Если бы их шлемы не были открыты, люди бы подумали, что они обычные солдаты. У комитета чудотворной торговли было достаточно ресурсов, поэтому они быстро произвели скелетов-солдат. Всего за несколько дней они уже сделали десятки тысяч из них. В это время территория комитета чудотворной торговли была потрясена. Слабый серый слой рос из горных хребтов. Наконец, с городом чудес в его центре, он создал гигантский энергетический покров, полностью окруживший город чудес. Граждане города были ошеломлены, когда все они кричали: «Да здравствует! Город чудес также имеет защитный барьер». Энергетический барьер поддерживался энергией из духовных вена и руина смерти. Это был гигантский барьер, который мог окружить всю горную цепь. Оборона этого барьера была неплохой, и самое главное, что будет гораздо сложнее осадить чудесный город с защитным барьером. Город чудес также может подготовить умный мозг для наблюдения за ситуацией с барьером. Насколько сложно было создать городской защитный барьер, лесные города должны были потратить несколько десятков лет, чтобы сделать это, а затем потратить более 100 лет, чтобы его укрепить. Что касается чутеня, он соединил духовные вены и выпустил энергию в руинах смерти, чтобы создать гигантский барьер для чудесного города. Не смотрите свысока на этот барьер, только этого защитного зонта было достаточно, чтобы жители чудесного города чувствовали себя достаточно безопасно, чтобы оставаться в городе. Повышение безопасности города было очень важно для стабильности города. Инь-дух появилась перед чутянем, выглядя немного измученной. Первая партия из 100 тысяч скелетов может быть завершена через неделю. Это было тяжело для младшей сестры мастера секты. Чутянь был очень доволен эффективностью секты Черной Луны. «Я думаю, что вы должны просто построить ветку на руинах смерти. Это место очень подходит для твоего совершенствования». Глаза Инь-духа загорелись. Это было очень хорошо. Энергия в руинах смерти была очень сильной. Это было полезно не только для культивирования, но и для очищения трупов. Это было идеальное место для секты Черной Луны. Поскольку руины смерти были близки к чудесному городу, это было еще более удобно для секты Черной Луны. Им не нужно было тратиться на транспорт. Однако Инь-дух тихо фыркнул. «Ты можешь быть таким щедрым. Скорее всего, ты хочешь, чтобы мы остались и развивали руины смерти для города чудес. Как младшая сестра может говорить такое? Разве у нас такие отношения?» В это время пришла Наньгун Юнь. «Босс, я закончила расследование вопроса, который ты хотел, чтобы я проверила». «Ой, это быстро». Чутянь был очень удивлен. «Как это?» Наньгун Юнь подняла брови и невежливо сказала: «Тебе все еще нужно спрашивать». Я исследовала это. Дикие горы сражаются с несколькими внешними царствами духовных зверей, они хотят захватить их. Я достигла соглашения с этими королевствами духовных зверей, чтобы продать им огнестрельное оружие чудесного города. Мы не только заработаем большую сумму, но и заставим дикие горы понести большие потери. Драконий хребет. С драконьим хребтом было еще проще.
Повелитель драконов очень жадный, его город больше всего в лесу хаоса, но у него нет своего народа, а другим расам не хватает единства. Эта сумма в конечном итоге приведет к восстанию. По крайней мере, 4-5 городов собрались вместе, чтобы восстать против драконьего хребта, и мы также можем поддержать их оружием для борьбы с крылом смерти. Эти люди смеют восстать против крыла смерти, поэтому они должны быть уверены в победе. Если комитет чудотворной торговли поддержит их огнестрельным оружием, крыло смерти не будет иметь времени с нами разбираться. Тогда сделай это. Чутянь сказал Наньгун Юнь: «Наньгун, тебе будет передан бизнес огнестрельного оружия в комитете чудотворной торговли. Ты будешь крупнейшим торговцем огнестрельным оружием в лесу хаоса. Помни, что огнестрельное оружие является хорошей картой. Оно не только принесет большие выгоды чудесному городу, но и является острым оружием для ослабления контролируемых областей противника». Наньгун Юнь была очень счастлива. Ей был вручен такой важный вопрос, это означало, что Чутянь очень ей доверяет. «Босс, будь уверен, предоставь это мне». После того, как Мэн Цинву узнала о мерах Чутяня, она, естественно, поняла мысли Чутяня. Энергетическое оружие Комитета чудотворной торговли разрабатывалось долгое время. Мощность и количество текущего оружия были готовы к коммерциализации. Это был очень прибыльный бизнес, поэтому они должны начать продавать их. Чутянь продал оружие врагам своего врага, это был очень умный метод. Он не будет напрямую сражаться с ними, но это превосходит борьбу с ними напрямую. Огненный коготь и крыло смерти будут настолько подавлены, что их вырвет кровью. Глава 519. Открытие своего бизнеса. Дело о покушении на Чутяня даже не успело распространиться, как ряд других новостей скрыл его. Был сформирован защитный барьер города чудес, была создана армия из 100 тысяч скелетов, значительно возросла обороноспособность города, и начался бизнес огнестрельного оружия. Наньгун Юнь, торговец огнестрельным оружием номер 1 на континенте, выиграла свою первую битву, два покупателя проявили большой интерес к энергетическому оружию. Поэтому, после некоторых переговоров, два клиента приобрели большое количество штурмовых винтовок, разрушительных пулеметов, пушек изначальной энергии, а также оружие нового типа. Всего две сделки достигли почти 500 тысяч исходных камней. На самом деле создание этого оружия стоило менее 50 тысяч исходных камней. Видно, что бизнес огнестрельного оружия будет так же важен для чудесного города, как и денежное дерево. Кроме этого, прибыло 1,5 миллиона исходных камней из Эльфийского банка. Город чудес начал давать больше займов окружающим племенам и поощрял людей начинать бизнес. Кроме того, часть денег пошла в компанию, чтобы развить Великую Летнюю страну, Великую страну Джоу и Северную воинствующую страну. Они разрабатывали большое количество нефтяных месторождений, редких рудников, заводов, а также добавляли средства на исследовательские объекты. Финансовая дилемма Комитета чудотворной торговли уже была решена. Этим кредитам понадобится меньше полугода, чтобы вернуть инвестиции в несколько раз. Чутянь, Эльфийский банк был открыт, и Эльфийский банк начал функционировать. Эльфийский король пригласил вас и старшую сестру в Вечный лес на церемонию открытия. Чутянь, совершенствующийся в чудесных садах, получил призыв Ин. Эффективность эльфов не была плохой, они уже открыли банк. Тем не менее, это было хорошо. Избежать долгой задержки означает меньше проблем. Эльфийский банк уже был создан в активных частях эльфийской территории, и технология от Комитета чудотворной торговли уже прибыла. Казалось, что эльфы будут первой росой в лесу, которая извлечет выгоду из технологий Комитета чудотворной торговли. Приглашение эльфийского короля нужно было принять лично. Чутянь нашел своих последователей Мэн и Вивиан, а затем обнаружил молодую мисс, Деларес и других. Они прошли через транспортную башню к Вечному лесу. Все смотрите, это Эльфийский банк. После того, как Вивиан вернулась в Вечный лес, она сначала привела всех в большое здание. Она указала на здание позади нее, словно это было сокровище, и сказала высоким гордым голосом: «Что вы думаете об этом?» Эльфийский банк стоял в центре Вечного леса. Это следовало естественному стилю эльфов, у Эльфийского банка был дом на дереве в качестве основы, а поверхность была покрыта виноградными лозами. Дом был из целых 5 этажей и шестиугольной формы диаметром более 100 метров. Дом был похож на гигантский пень, но он был покрыт роскошными ветвями и листьями. Но это действительно было здание, потому что можно было увидеть окна и тонкие цветочные узоры, вырезанные на дереве, если внимательно присмотреться. Символом Эльфийского банка было пышное древнее древо жизни. Это выглядело просто, но было элегантно. Дизайн интерьера был очень подходящим. Хранилище и умный мозг были очень скрыты, со многими секретными темными комнатами, вокруг которых были барьеры, которые могли изолировать внутреннюю часть. Короче говоря, было много функций, которые давали людям чувство безопасности и секретности. Мэнин не могла не восхититься.
Это эльфийское здание очень необычное. Дома на деревьях были повсюду на эльфийской территории, как и обычные дома для эльфов. Многие эльфы любят маленькие и элегантные дома, которые были сделаны из растений. Только те большие здания эльфийского имперского города были сделаны из камней. Нет ничего плохого в характеристиках. Вивиан сказала, это потому, что наш эльфийский банк не просто будет открыт на эльфийской территории, мы также планируем открыть их в других лесных городах. Этот дом на дереве не просто безопасен, он также привлечет внимание людей. Это символ эльфийской расы. У них не было времени, чтобы осмотреться лучше. Вивиан выпустила свою пространственную энергию. Их отправили во дворец эльфийского короля в Вечный лес. Эльфийский банк собирался начать бизнес, и эльфы Вечного леса были поражены успехом. Все высокопоставленные эльфы стояли в коридоре в скале и смотрели вниз на весь Вечный лес. Так много людей. Мэн-Ин посмотрела сверху вниз на людей в Вечном лесу. Возможно, все собрались сегодня. Это особенный день для граждан Вечного леса. Эльфийский король Ланселот носил прекрасные королевские одеяния и держал лесной скипетр в руке, произнося речь. После периода тяжелой работы эльфийские банки были основаны на всех важных эльфийских территориях. Сегодняшняя церемония будет передана всем эльфам через зеркало передачи изображений, что позволит каждому эльфу увидеть этот момент. Для начала давайте пригласим гостей из города чудес сказать несколько слов. Первым заговорила Деларес. Статус Деларес не мог сравниться с Чутянем или Мэн Цинву, но, будучи министром финансов в городе чудес и директором банка чудес, она была лидером с точки зрения банка. В будущем эльфы в основном будут сотрудничать с ней, поэтому для Деларес было не странно сказать несколько слов. Для меня большая честь представлять банк чудес. Эльфы имеют очень сильное влияние и власть, а также репутацию, которую хвалят все на континенте, и нет другой расы, более подходящей для создания банка, чем эльфы. Банк чудес как важнейший партнер эльфийского банка в будущем, мы, безусловно, будем работать вместе, чтобы расширить экономическое поле и внести свой вклад в процветание континента. После этого я сообщу подробности сотрудничества между эльфийским банком и банком чудес. Деларес представляла банк чудес, поэтому содержание ее речи было связано с двумя банками. Содержание для эльфов было чем-то, что они никогда не слышали прежде, что было для них совершенно новым. Когда Деларес закончила свою речь, эльфы разразились аплодисментами. Теперь была очередь Мэн Цинву. Деларес представляла банк чудес, а Мэн Цинву представляла город чудес. Мэн Цинву сначала сделала великолепное вступление и несколько похвал, подняв положительные эмоции эльфов высоко, прежде чем она дошла до сути своей речи. Для столь замечательного дня, как сегодня, я хочу сообщить некоторые хорошие новости. Мы уже достигли соглашения с Вечным лесом до соглашения с Эльфийским банком. Когда откроется Эльфийский банк, духовная сеть, сеть передачи и сеть связи Комитета чудотворной торговли охватят всю эльфийскую территорию. Эльфы встали, чтобы дать свои аплодисменты. Эта новость была слишком хорошей. Все эльфийские братья и сестры могли наслаждаться более красивой и удобной жизнью. По мере углубления сотрудничества между чудесным городом и Вечным лесом мы не только обеспечим полную техническую поддержку для Эльфийского банка, но и подключим Эльфийский банк ко всем услугам чудесного города. Будь то торговые центры, театры, радиовещательные станции, устройства связи, даже рестораны, торговые улицы, транспортные башни и т.д. Если у клиента будет карта Эльфийского банка, они смогут использовать ее для оплаты напрямую. В будущем город чудес будет инвестировать большие объемы ресурсов в создание гигантской информационной базы данных и создание удостоверений личности для каждого эльфа. Мы сделаем лес еще богаче, а город чудес станет связующей платформой для всего леса. В Вечном лесу и в различных крупных эльфийских городах каждый эльф хлопал в ладоши, пока их ладони не покраснели. Слова Мэн Цинву наполнили эльфов ожиданиями и тоской по их будущей жизни. Наконец настала очередь Чутяня выйти на сцену. Чутянь вышел в коридор и посмотрел вниз. Миллионы эльфов Вечного леса все смотрели на него со страстным взглядом. Слегка улыбнувшись, он прочистил горло, чтобы сказать: «Наш прекрасный директор Деларес и вице-лорд Мэн Цинву уже сказали все, что нужно сказать, поэтому я буду говорить о другом». Эльфы мгновенно замолчали. Все смотрели на него, даже не моргая. Это лучшее и худшее время. Голос Чутяня донесся через усилитель голоса по всему Вечному лесу. Мир полон хаоса и природных угроз. Так как люди умирают от хаоса войны, люди по-прежнему сталкиваются со многими проблемами. Но континент богат ресурсами и технологиями, а цивилизация только что просвещена, еще не разделяя хаос и порядок. Каждая раса и каждый человек полны бесконечных возможностей. Эльфы — одна из самых выдающихся рас в мире и одна из самых благородных рас, поэтому вы должны выполнить миссию этого времени. Используйте свою силу, мудрость и дисциплину, чтобы повлиять на большее количество людей.
Пусть ваша чистота, доброта и песни распространятся по всему континенту. Все существа в мире связаны, и ни один вид не может быть отброшен, эльфы не являются исключением. Вы уже встретили величайший шанс в истории. Поэтому, пожалуйста, смело сломайте кандалы, оторвите эти тяжелые цепи и преследуйте новую эльфийскую эру. Даже у самого скромного и скромного существа должны быть мечты. Не бойтесь, что вы не сможете взлететь достаточно высоко, потому что вы сейчас сидите на корабле Комитета чудотворной торговли, на корабле мечты. А теперь, пожалуйста, громко скажите мне, вы хотите быть ведущими предпринимателями? Хотите быть самыми популярными певцами на континенте? Хотите ли вы стать художниками, чьи работы будут восхваляться сквозь века? Вы хотите стать боевыми экспертами? Эльфы кипели от волнения. Да. Тогда создайте новую эру с нами, начиная с этого леса и континента. Вивиан была тронута до слез, и она кричала с бесчисленными эльфами с красным лицом. В настоящее время в глазах бесчисленных эльфов Чутянь был как гигант. Почти одновременно. Эльфы в городах и других лесах все кричали, как приливная волна. Хаос, хаос, это все хаос. Агаста был так зол, что даже его борода дрожала. Ланселот, ты слышишь это? Это открытое восстание против законов. Кто-нибудь идите и заберите этого глупого человека. Другие члены консервативного совета также были полны гнева. Это произошло потому, что, по их мнению, люди были просто полны злых намерений. На самом деле, побуждать эльфов идти против законов, как можно разрешить этот вопрос? Если бы они не были заблокированы, они бы отправили его в полет одним ударом. Сэр, пожалуйста, успокойте свой гнев. Улис и другие быстро пошли вперед, чтобы остановить разъяренного Агаста. Эльфийский король проигнорировал хаос среди членов совета позади него, потому что слова, сказанные Чутянем, были тем, что хотел сказать эльфийский король, но его личность никогда не позволяла ему сказать это. Теперь, когда Чутянь говорил это за него, конечно, его сердце было наполнено благодарностью к Чутяню. Мы очень благодарны за слова 3 представителей чудесного города. Это, безусловно, будет момент, записанный в истории эльфов. Эльфийский король объявил: «Я, повелитель Вечного Леса, 43-й короля эльфов Ланселот, объявляю об открытии эльфийского банка». Глава 520. Массовый пыл. Слова, сказанные в Вечном Лесу, были распространены в каждый уголок Леса Хаоса через башни магнитного звука и магнитного изображения. Открытие эльфийского банка для бизнеса было взрывной новостью в Лесу Хаоса. Эльфы не заботились о мире, и после того, как они были изолированы все эти годы, они были готовы выйти снова, различные силы все делали свои догадки. Эльфы были гигантской силой в лесу и были расой номер 1, их сплоченность не могла сравниться ни с какой силой. Любых действий эльфов было достаточно, чтобы вызвать изменения в Лесу Хаоса. Тысячи эльфов открыли банковские счета, и революция прошла через их расу. На самом деле эльфы не были абсолютно закрытыми, и они ничего не могли сказать об учениях своих предков. Они могли только наблюдать, как все больше и больше их ресурсов, территории и даже братьев и сестер были украдены. Что принесли учения предков? Это только сделало их слабее и заставило их силы увядать. Эльфийский совет был элитой и вообще не мог понять простых граждан. Эти старики были потеряны во славе эльфов и нынешней мирной ситуации, поэтому они вообще не думали о реформе. Если учения предков не подходили для эльфов, зачем им продолжать придерживаться их? Эльфийский кодекс был написан предками. Так почему только старшим разрешено вносить изменения, а юниорам нет? Поскольку эти законы больше не подходили, разве они не стали цепями, сдерживающими эльфов? Эльфы должны выйти и сделать что-нибудь. Чутянь быстро сбежал обратно в город чудес после речи, чтобы те старые эльфы не преследовали его. Он обращал пристальное внимание на ситуацию эльфийского банка из города. Это было потому, что эльфийский банк был не только большим вопросом для эльфов, но и важным делом для чудесного города. Чутянь больше всего беспокоился о вмешательстве внутри эльфийской расы, из-за чего он и подстрекал эльфов. Пока он избегал внутренних конфликтов, мешающих работе банка, естественно, о других проблемах можно было легко позаботиться. Старший брат Чутянь, старший брат Чутянь. Вивиан быстро примчалась обратно в город чудес, чтобы сообщить хорошие новости, и сообщила то, в чем все нуждались больше всего. Я принесла данные. Верхний лимит первого депозита в эльфийском банке был наполовину исчерпан всего за 2 дня. Эта новость всех шокировала, Мэнин не могла не спросить: верхний предел? Какой верхний предел? Сколько он? Королевский отец и городские лорды решили, что внутреннее потребление для эльфийского банка будет иметь верхний предел в 5 миллионов. В настоящее время обычные эльфы не могут создавать депозиты, и это в основном эльфы среднего или высокого уровня открывают депозиты.
Более того, нельзя вносить более 50% собственного капитала. Вивиан проглотила полный рот слюны, прежде чем сказать, но даже со всеми этими правилами мы уже достигли 2 миллионов исходных камней. Эльфы были по-настоящему богаты, но Мэнин не мог понять, почему был верхний предел депозита и зачем были все эти ограничения. Разве это не было бы атакой на энтузиазм эльфов? Чутянь, конечно, мог это понять. Эльфийский банк для эльфов был просто испытанием. Никто не может поручиться, удастся это или нет в конце. Даже если эльфийский банк мог собрать все богатства внутри эльфов, могли бы они потратить все эти деньги, внести это в банк чудес, не говоря уже о том, может ли банк чудес взять все это, даже если банк чудес может, король эльфов не посмеет отдать все богатства своей расы чудесному городу. Если что-то случилось с городом чудес или город чудес сбежит, это не шутка. Что касается ограничения числа людей, которые могут открывать счета, то, с одной стороны, это было связано с тем, что люди высокого уровня меньше сопротивлялись риску, а с другой, потому что способность принимать клиентов эльфийского банка была ограничена. У них не могло быть сотен тысяч людей, выстраивающихся в очередь для открытия счетов, поэтому они могли начинать только с крупных клиентов. Еду нужно было есть постепенно. Никто не мог проглотить все, чтобы стать толстым, Вивиан сказала. Верхний предел в 5 миллионов исходных камней только внутренний, у эльфийского банка нет верхнего предела для других рас. Мы уже отправили посланников в города, имеющие близкие отношения с эльфами, и они готовы открыть филиалы эльфийского банка, чтобы открывать депозиты. Я считаю, что это не будет небольшая сумма. Мэнин с удивлением сказала, не может быть, другие расы хотят внести деньги сразу же после создания банка. Это нормально. Деларес не чувствовала, что это было странно. Какое влияние имеют эльфы в лесу? Теперь, когда эльфы сделали свой ход, независимо от того, искренне они или льстивы, для этих городов не странно сначала поддерживать эльфов. Все идет гладко. Сердце чуть и не расслабилось. Скорость обработки нашего умного мозга постепенно увеличивается, как насчет того, чтобы продать еще одну партию Вечному лесу и позволить им распространить еще больше банков. Вивиан воспользовалась этой возможностью, чтобы польстить с самым умным старшим братом в мире, который все спланировал, как все могло пройти негладко. Чепуха, кто этого еще не знает? Чутянь дерзко улыбнулся. Хотя ты говоришь правду, я очень сдержанный человек, поэтому говори это за моей спиной, а не передо мной. Мэнин было так противно, что ее почти вырвало. Просто продолжай. Мы добились успеха только наполовину. Мэн Цинву издала мягкий кашель. Хотя она была счастлива, что они выиграли первую битву эльфийского банка, ее личность не позволяла ей расслабиться. Чтобы модель банка действительно преуспела, она не только должна быть способна привлекать средства, но и важнее для банка создать позитивный цикл. Это несложно. Деларес не могла не сказать, если у эльфийского банка возникнут проблемы, они могут просто внести деньги на нашу сторону. Ты не можешь так думать. Мэн Цинву сказала с серьезным выражением лица. Мы поддержали создание эльфийского банка, главным образом для сбора депозитов для банка чудес, но это не главная цель. В противном случае тяжелая работа эльфов, превратившаяся в свадебное платье для города чудес, не может быть оправдана. Молодая мисс справа. Чутянь кивнул. Мы должны не только поддержать создание эльфийского банка, но и заставить их работать должным образом. Только так эльфийский банк сможет продолжать расширяться, становясь самым влиятельным банком в лесу хаоса. Мэн Цинву добавила, как только наше сотрудничество с эльфами будет успешным, и эльфы получат достаточно преимуществ и влияния, это станет ориентиром для нашего чудесного города. В то время нашим иностранным департаментам не нужно будет искать людей, с которыми можно было бы обсудить партнерские отношения. Скорее, было бы бесчисленное множество людей, которые хотели бы поговорить о сотрудничестве с нами. Вивиан была очень взволнована. Старший брат Чутянь и старшая сестра Цинву были слишком дальновидны, Мэнин также поддержала их мнение. Что нам делать дальше? Все просто. Мы поддержали создание эльфийского банка, теперь мы поддерживаем создание эльфийского бизнеса. Мэн Цинву сказала Вивиан и Мэн Ин. Принцесса Вивиан, Ин, ваше назначение на этот период будет способствовать развитию на эльфийской территории. Ин является министром производства, поэтому тебе нужно использовать все наши ресурсы для создания заводов в эльфийских городах и прилегающих районах, чтобы эльфы могли начать свое дело. Наш чудесный город предоставит вспомогательную технологию, и пока она не является основной, вы можете передать ее эльфам. Например, небольшие продукты, такие как электрические лампы, или технологии, такие как наборы для приготовления пищи или технологии производства, такие как киносъемка и далее. Ин немедленно встала. «Хорошо, я знаю, что делать». Вивиан также с радостью сказала, «Ты станешь великим благодетелем эльфов. Перестаньте говорить и идите уже». Чутянь внезапно подумала о чем-то. Правильно, наша красавица Деларес не так уж и занята в последнее время.
так как насчет того, чтобы взять с собой несколько торговцев, чтобы помочь им. Вы должны знать, у эльфов нет врожденных талантов для бизнеса. Деларес добровольно присоединилась. Я готова повести торговцев на эльфийскую территорию и создавать новые бизнес-идеи для эльфов. Мэн Ценву кивнула. Это тоже хорошо. Мы уходим. Вивиан сказала голосом, наполненным боевым духом, мы создадим прекрасное будущее для эльфов и леса хаоса. Трое из них покинули зал заседаний. Мэн Ин организовала людей из производственного отдела. Деларес пошла организовывать торговцев. Вивиан подготовила план путешествия и расписание. Все трое делали это не только для эльфов. Мэн Ин строит большое количество фабрик на эльфийской территории, объединяя ресурсы эльфов, но разве их конечные продукты не будут зависеть от Комитета чудотворной торговли? Деларес вела своих торговцев, чтобы превратить камень в золото. Она позволила бы тем шахтам и месторождениям, которые не стоили ни цента, превратиться в сокровищницы, и чтобы местные продукты стали фирменными блюдами в торговом центре чудес. Она также обучит эльфов бизнесу, которые в конце присоединятся к Комитету чудотворной торговли. Чем богаче были эльфы, тем богаче лес, город чудес и Комитет чудотворной торговли. Это был позитивный цикл. Через несколько дней. Первая партия депозитов в эльфийском банке достигла более 5 миллионов, у эльфов была долгая жизнь, поэтому для эльфов 3-5 лет были ничем. Поэтому большинство депозитов были на 3 года и более, поэтому большинство эльфийских депозитов не могли быть вывезены за короткий период времени. Что удивило людей, так это то, что иностранные вклады достигли более миллиона. Это был депозит, отправленный несколькими городами, в каждый из которых было помещено около 200 тысяч исходных камней. Это было немного для города, но оно показывало доброжелательность к эльфам и в то же время проверяло воду, поэтому они были готовы рискнуть. Слишком много денег. Как мог эльфийский банк потратить все это, чтобы покрыть операционные расходы? Эльфийский банк открыл 5-летний депозит на 2 миллиона и сохранил их в банке чудес. 5-летний процент банка чудес был более чем в 2 раза выше, чем у эльфийского банка, так что одного этого было достаточно, чтобы покрыть все внутренние расходы эльфийского банка. Эльфийский банк начал предлагать внутренние займы. Что-то, чего эльфийский король и эльфийские городские лорды не ожидали, произошло. Интерес у эльфов, чтобы взять кредит, был намного выше, чем они ожидали. Некоторые открывали алхимические магазины, некоторые открывали магазины талисманов, некоторые готовились продавать сырье, некоторые готовились к продаже шкур, некоторые готовились к открытию фабрик, некоторые готовились к запуску шахт, но большинство из них были сосредоточены на искусстве и развлечениях. Например, эльфийские рестораны, эльфийские кинокомпании. Сумма значительно превзошла их ожидания. Разве эльфы не будут доверять своим людям? Среди эльфов были богатые ресурсы и многое, что было уничтожено. Пока человек готов рисковать и немного использовать свой мозг, он не понесет потерь. Эльфы были очень терпимы к своему народу, даже не взяв проценты за кредиты. Если у кого-то есть проект и запрашивается разумная сумма, кредит будет одобрен. В итоге всего за несколько дней было получено более 200 займов на общую сумму более миллиона исходных камней. Эльфийский король был так взволнован, что почти не мог спать. Для него были выданы не исходные камни, а семена. Он чувствовал, что его цель реформы все ближе и ближе. Эльфы были так полны энтузиазма, что почти были в пылу, так как же эльфийский король и городские лорды могли их не поддержать? Они сразу добавили еще 5 миллионов к верхнему пределу депозита в эльфийском банке, эльфийскому королю было плевать на успех. Даже если эта затея, в конце концов, провалится, пока она прорвет тупик эльфов, это было то, что нельзя было купить за деньги, не говоря уже о том, что с помощью управления Комитета чудотворной торговли и контроля рисков со стороны умного мозга вероятность потери денег была минимальной. Изменения эльфов были самой большой выгодой от этой попытки.